Технологии ввода текстовой информации. Устройство ввода текстовой информации. Клавиатура, манипуляторы, сканер, микрофон, BCI. Клавиатура. Устройство для ручного ввода символов в компьютер. Клавиатура представляет собой совокупность датчиков, воспринимающих давление на клавиши и замыкающих определенную электрическую цепь. В корпусе клавиатуры расположены схемы дешифрации и контроллер, осуществляющий сканирование клавиш, управление индикаторами, внутреннюю диагностику и связь материнской платы компьютера. Содержит клавиши для ввода текста, функциональные клавиши, цифровые клавиши, управляющие клавиши. Optimus Maximus и бренда. Артемий Лебедев в 2007 году создал клавиатуру Optimus Maximum с программируемыми OLED-клавишами. Каждая клавиша является миниатюрным OLED-дисплеем. Клавиатура бренда целиком сделана из силикона, бесшумна, очень легкая и может сворачиваться в рулон. Предиктивный ввод. В мобильных устройствах широко используется система предиктивного ввода текста. Наиболее популярна T9, набор текста на 9 кнопках, созданная Мартином Кингом и Клиффом Кашлером. T9 предугадывает, какое слово пользователь пытается набрать. Система XT9, наследница T9, поддерживает 25 разных языков, работает с набором на телефонной клавиатуре, рукописным вводом, позволяет добавлять слова ударения и исправлять орфографические ошибки. iTouch Magic Cube. Клавиатура iTouch представляет собой небольшую легкую коробочку. На поверхность красным лазером проецируется клавиатура. С помощью инфракрасных лучей считывается нажатие на клавиши, определяется положение пальца относительно спроецированных букв. Технические характеристики. Раскладка. 63 клавиши. Работает при любых источниках освещения. Скорость считывания до 400 раз в минуту. Размеры 35 на 92 на 25 мм. Вес 90 грамм. Sunman Kwon. Концепт устройства для ввода букв Sunman Kwon. Небольшой проектор клавиатуры, 12 групп букв на 4 пальца. Камера для обработки нажатий. Интерфейс для передачи информации. Skinput. Система Skinput превращает кожу человеческой руки в сенсорную панель. Позволяет использовать ладонь в качестве клавиатуры мобильного телефона, музыкального плеера или игровой приставки. Прикосновение пальца к коже вызывают акустические волны на ее поверхности. Их характер зависит от того, к какому участку кожи притронулись. Анатомия человеческой ладони делает ее идеальной биологической клавиатурой, так как прикосновение к разным точкам дает различные по характеру сигналы. Ученые из подразделения компании Microsoft и Американского университета Карнеги-Меллона создали сенсор, который крепится на запястье браслетом. Сенсор улавливает идущие по коже сигналы и преобразует их в команды для электронного устройства, которые могут передаваться по каналу беспроводной связи. Уже создана компьютерная программа, которая выполняет эту задачу. Маккей-Маккей. Набор Маккей-Маккей позволяет превращать разнообразные предметы, например, бананы или котов, в элементы клавиатуры. Маккей-Маккей входит плата, которую можно присоединить к компьютеру кабелем USB, а также некоторое количество проводов с зажимами. Провода предполагается крепить к токопроводящим предметам. Время работы на такой предмет подается небольшое напряжение, которое меняется при соприкосновении с ним человеческой руки. Это изменение регистрируется и передается на плату, которая в свою очередь посылает сигнал компьютеру, как если бы нажата соответствующая клавиша на клавиатуре. Токопроводящими частями кота являются лапы, уши, нос и рот, а шерсть ток не проводит, поэтому поглаживание подключенного кота не будет считаться нажатием на клавишу. Маккей-Маккей. Набор Маккей-Маккей позволяет превращать разнообразные предметы, например, бананы или котов, в элементы клавиатуры. Маккей-Маккей входит плата, которую можно присоединить к компьютеру кабелем USB, а также некоторое количество проводов с зажимами. Провода предполагается крепить к токопроводящим предметам. Время работы на такой предмет подается небольшое напряжение, которое меняется при соприкосновении с ним человеческой руки. Это изменение регистрируется и передается на плату, которая в свою очередь посылает сигнал компьютеру, как если бы нажата соответствующая клавиша на клавиатуре. Токопроводящими частями кота являются лапы, уши, нос и рот, а шерсть ток не проводит, поэтому поглаживание подключенного кота не будет считаться нажатием на клавишу. Keyboard Pens. Встроенная в брюки клавиатура Keyboard Pens может вести текст в нестандартных ситуациях. Keyboard Pens связана с компьютером по технологии Bluetooth и может использоваться с телефонами.
Keyboard Pen снабжена парой динамиков в районе передних карманов.